Всем привет! Сегодня меняем масло, занимаемся технической частью кемпера. Короче, пришел сосед тоже посмотреть, поменять фильтр, помочь. Девочки, мужская — это работа. Нечего было мне выпендриваться в предыдущем видео и говорить о том, что голосуйте, кто хочет видеть, чтобы я меняла фильтр. Короче, приходил один сосед, посмотрел. Сейчас идем еще к соседу. Нужен какой-то нам небольшой маленький инструментик. Какой? Держи ключи. Вот такой инструментик. Как его правильно показывать? Вот это засунул. В общем, нужна вот такая штучка какая-то, у нас ее нету. Да, идем к соседу. Ну, в общем, он дальнобойщик, этот сосед. По идее, у него должны быть все необходимые инструменты. Но все может быть. Какая классная эта гушка. Ты видел? Прикольная. Этого соседа не оказалось дома. Идем к следующему. К тому, у кого есть тоже кемпер. Все-таки пришлось ехать в магазин. Соседей не оказалось дома. Суббота, не знаю. Может быть, по гостям пошли. Короче, пойдемте в магаз. Возьму эту штучку сейчас. Все, погнали спрашивать вот такую фигнюшку. Hallo. Ja, zeg het maar. Ik heb deze nodig. Ik was naar hier gestuurd. Ja. Die dingen hier heb ik nodig. Ja. Klopt. In of over? Dat moet in passen. Daarin. Ik zal hem snel bellen. Ik heb eigenlijk gewoon een inbussleutel nodig. Een inbussleutel, oké. Ja. En die moet hierin passen, zegt u? Dat moet hier in passen? Nee, juist andersom. Ik heb hetzelfde nodig wat ik met plastic heb meegegeven. Een inbussleutel even groot als dat van dat plasticje. Ja, Oké. ja. Ja. Zo. Ja. Dat is altijd, deze is niet altijd helemaal correct. Спасибо, Toolstation. Штучка найдена. Еду домой. Через полчасика буду дома и уже засниму сам процесс. Приехала домой. Тут работа уже кипит. Инструмент привезла. Сейчас отдам. Вот. Вот эта штукенция. Меняем фильтры. Обещанное видео. Наконец-то в магазине была. Недостающую деталь купила. Ты пока тут все открутил. Показываю, вот он, старый фильтр. Вот он, старый бигуть, так сказать. Он находился вот здесь. Вот здесь. Вот. Вот здесь. И закрывался потом... Так. Потом закрывался вот такой штукой. Дальше. Что еще я увидела? И что еще я поняла и могу рассказать? Ничего. Ничего. Окей, там масляный. А вот это я вижу, да, что дизельный. Вот это вот дизельный фильтр. Да, вот это дизельный фильтр. Дизельный фильтр мы трогать и менять не будем, потому что нам нужен для этого дизель, немножко дизеля залить.
И в новых машинах есть помпа, а в этой машине помпы нету. Поэтому мы сегодня поменяем вот этот фильтр. Все-таки сольем и поменяем масло. Вот у нас уже готовое масло стоит. Ждет своей очереди. Can I have the bachok? Миску для слива масла. Ты полез уже под кемпер. Поехали. Да, коврики для того, чтобы лазить под машину. Вообще-то они для другого предназначены, для лежаков. Но пока что пойдут вот в дело именно, чтобы слить масло. Можно включить? Откручивать. Вот оно для чего, да? Так, сначала нужно открывать вот здесь, чтобы подача воздуха появилась. Дальше мы забираемся под машину. Так, вот за этим инструментом я ездила в магазин. Сейчас мы открутим... Оно же не брызнет? Брызнет не... Ну, не сильно, не Не. заплескает тут все? Камеру все. Не настолько. Окей. Так, я вижу, что эта штучка подходит. Не зря я полчаса в одну сторону ехала в магаз. Ой, не зря. Ой, даже для себя что-то выучу новенькое. Нужно прижимать, окей. Ура, маслице потекло, вау. Маслица очень черная. Очень черно. Это плохо? Ну, старая очень. Старая, да? А еще этой емкости будет достаточно, чтобы все масло поместилось? У нас 6 литров масла. Так, а емкость на сколько? Емкость 10. На 10. Этот раздолбанный. Не запачкай мне коврик. А что это? Что я только что открутил. Ну, ты открутил болтик, Мгм. гаечка, что? За что он отвечает? Просто закручивает... Да. Оттуда выливается грязное масло. окей. То есть он заюзанный, да, так сказать? Очень хорошо заявлено. Его, наверное, с 92-го года не меняли. Как раз-таки родной. А еще хочу рассказать по поводу масла и того, что мы сливаем масло в специальный вон тазик, пустую емкость это зальем, и обязательно мы это отвозим в контейнер-парк для того, чтобы его перерабатывали или они его, я не знаю, специально куда-то вот девают. Мы ничего не выбрасываем. Я даже не хочу иметь понятие такого, чтобы загрязнять окружающую среду еще и таким вот тяжелым материалом, как масло, машинное масло. Поэтому все отвозится в контейнер-парк. Любим, обожаем природу, любим путешествовать, уважаем и ценим окружающих. В Китае они еще его используют как масло для готовки. Что дальше? Масляный фильтр. Теперь масляный фильтр. Мы купили вот, чтобы фильтр открывать эту штучку. Сколько она 6 стоила? евриков. 6 евро. А штучка, которую я купила сегодня, стоила 8 с копейками. То есть ты там фильтр открутишь, и получается, что еще должно потечь масло, да? Да. Ну что, пошло куда-то? Мгм. А сколько стоила такая емкость для слития масла, не помнишь? Где-то 10 евро, может. Вот этот. Новый фильтр. Берем немножко маслица. Смочить нужно, да?
Маслица сюда. Так. И пошли обратно показывать. А его нужно сильно закручивать? То есть насколько силы рукой хватает, правильно? Да. Ну, тряпочка, конечно, то все жирное. Угу. Так, обычно просто рукой, как сильно можешь, Угу. потому что рука это не... Потом же руками откручивать, правильно? Ну, да, но я тоже понимаю, что оно уже 100 раз нагрелось, остыло, оно Мгм. там поджалось. Все, фильтр готов. Гаечку мы закрутили, то Так, теперь можно наливать новенькое масло. новенькая, дешевенькая. Да. Потом мы проедем 20 километров, 30, и тот же самый процесс. Окей. Пока что все понятно. Пока я под машиной все это снимала, казалось, что немного масла текло. А здесь ты вытаскиваешь эту емкость, и она почти полная, действительно, литров 5 точно. Половина, смотри, заполнена. Наливаем новое дешевое масло. Угу. Ну все, пошел процесс. Не туда, окей. А, окей. Вот максимум, вот минимум. Между двумя должно. зубчиками. Окей. Видишь, уже какое черное, Угу. потому что со старым Со старым еще. смешалось. А потом вот этот фильтр, да? Ну что, я думаю, очевидно, какой бегут новый, какой старый. А нету разницы, Лап, какой стороной ты это или этой ставишь? Я уже посмотрел. Ты уже они- посмотрел, да? Они одинаковые, так и так. Окей. Ну это чтобы нашим зрителям было понятно. А потом вот эту одевать сверху. А что он фильтрует? Воздух, который попадает в мотор, Угу. чтобы он не был там с песком, с пылью там. Это Будет. как ноздри, да, у человека Да. нос. Волосы, я бы сказал, в ноздрях. Волосы в Да. ноздрях, окей. Которые тоже фильтруют то, Мгм. что мы вдыхаем. Да. Чтобы легкие получали чистый кислород. Да. Насколько это возможно. Такое закрутили, хорошо стоит. Теперь крышечка. Теперь крышечка. Теперь какой-то еще тут турбо, да, присоединяется. Турбо, если бы. Оператор снимает. Без своими перчаток. ручками красивыми. Готово. Как и обещали, мы едем немножко гулять. И потом приедем, сольем это маслице обратно. И уже зальем хорошее масло. В общем, взяли покататься с нами и Маркизу. Пока мы хотим проехаться 20-30 километров, чтобы слить масло. Маркиза поехала с нами кататься. Ну, проехались мы где-то 20, может быть, 30 километров. Вернулись домой. Поменяем сейчас масло на хорошее. И поменяем еще дизельный фильтр. На этом, я думаю, все. Потому что процесс тот же самый будет. Я не вижу смысла его еще раз освещать. Так что увидимся в следующем выпуске. И я обязательно расскажу, стал ли наш кемпер ехать быстрее. Всем хорошего дня, хороших путешествий. Сегодня меняем дизельный фильтр и меняем масло на хорошее. Сильно будет течь дизель? Может быть, но я снизу подложил уже тут. Угу. Ты снизу поставил, значит, эту емкость, чтобы вдруг потечет, да? Было куда стекать.
Мгм. Заливать. Дизель. По сути, несложно менять фильтр. Ну, по сути, нет. Уж тем более, если вы посмотрите наше пособие видео, как мы это делаем, тоже можете повторять, не бояться. Куда резиночка девается потом или сейчас? Резиночку можем одеть уже сюда. В общем, мы вчера поменяли масляный фильтр, и кемпер от этого быстрее не ехал. Теперь мы надеемся, что если мы поменяем дизельный фильтр, возможно, ну хотя бы 100 наш кемпер сможет Ну да. набирать скорость. После фильтра мы опять же сливаем масло, которое дешевое, которое мы залили вчера дешевое, и заливаем хорошее масло, вот это вот дорогое, качественное имеется в виду. То есть я не думаю, что мы будем снимать еще один круг, как мы меняем масло, потому что процесс тот же самый. Раз протираем. То есть у нас помпы нету, поэтому лучше залить вручную дизель. Да, потому что потом мотор будет без дизеля, вот это захлебываться, потом воздух будет в системе, еще больше будет потом. Ну, может и пройти все окей, просто лучше обойтись. Подстраховаться. Да, это не так уж прям много занимает времени, И сил, да? чем потом. И на место фильтр вкручиваем. Так. Напоминаю, что у нас стоит емкость под данным фильтром на случай того, что потечет дизель. Так, ну теперь тебе. Вот эту штучку не забудь тоже убрать. Теперь тебе нужно заводить тачку. Ну что, получается, что успешно сменили дизельный фильтр. Будем продолжать менять масло. Я пошла заводить машину. На этом наш выпуск заканчивается.